21 год я поступил в университет. Вот. Мгм. До этого я не планировал вообще заниматься программированием, но понял, что, наверное, надо. Вот. Я Мгм. поступил в МИФИ со 100 баллами по математике. Поучился там 1,5 года. Мне не понравилось. Вот. Я сдал очередную сессию, оттуда ушел. Ну и пошел работать, собственно. Пошел в компанию, в которой меня взяли стажером. Почему ты решил уйти из МИФИ? Вроде такой вуз классный, технический, фундаментальный. Что не понравилось? Да, ну, собственно, что мне там не понравилось, то, что там не учили тому, что хочет видеть рынок, вот, Мгм. и нам там внушали, в принципе, что вот вы как бы лучшие, вы очень хороши, раз вы здесь учитесь, Мгм. вот, но рынок труда показал, что все относительно. Может быть, мы и умные, и старательные, но этого недостаточно, чтобы работать, зарабатывать, и приносить пользу своим трудом сходу, да, чтобы как бы для работодателя это не было сопряжено с рисками. Вот. Ну, то Мгм. есть, когда человека нанимают, ключевое, что хочет видеть работодатель, что человек не несет риска, что на него потратят время, потратят деньги, его время потратят также впустую, и как бы ничего из этого не выйдет. Вот. Собственно, я сходил на рынок труда, посмотрел, что рынок хочет, и понял, что это вообще никак не соответствует то, чему меня учили. Нас учили программировать на Фортране, нас учили программировать в линуксовом эдиторе Vim, который называется код на C, без автокомплишена, на время. Я не совсем понимал, зачем это надо. Ну и сейчас до конца тоже не понимаю. Мгм. В работе мне не приходилось кодить на C в Vim никогда. Вот. А на И время приходилось кодить? на время приходилось, я участвовал в небольших соревнованиях алгоритмических. Вот там я на время кодил. Но это было хобби. Это не то, что человек делает в своей работе на самом деле. Мгм. Мгм. Вот. Сейчас, конечно, я считаю, что алгоритмическая подготовка для хорошего, качественного специалиста, она обязательна. Вот. Не то, что человек должен в уме слишком уж хорошо крутить деревья, или там написать красно-черное дерево по памяти, или написать LRU кэш или что-то такое. Нет, но понимать, что такое основные структуры данных, как они работают, как они используются, какие есть алгоритмы, какие для них кейсы использования. Ну вот это очень желательно, чтобы человек в этом разбирался, потому что, ну, сентимент какой часто у людей, что вот, зачем это надо, а практика показывает, что типа в работе это не используется, зачем это надо. В работе Мгм. это не используется, не используется, а потом раз используется, а времени разобраться нет. Вот. Ну и Мгм. вообще говоря про квалификацию, в зависимости от проекта могут быть задачи более сложные, менее сложные. Если мы берем типовой по рынку проект, не у нас, то действительно люди занимаются достаточно простыми вещами, то есть делают какой-то API для какого-то сайта, какие-то JSON куда-то перекладывают, ходят в базу данных, что-то туда сохраняют. Это не требует на самом деле супервысокой квалификации. Вот. Но когда в сложной составной системе начинаются проблемы, нужно, чтобы голова хорошо работала, чтобы она была натренирована на решение задач, на Мгм. рассуждение, на поиск, собственно, корневой проблемы. Вот. И поиска вариантов ее решения. Вот, поэтому как бы алгоритмическая подготовка, она весьма приветствуется. Как в нашей компании, так и в других. Как ты считаешь, какие еще могут быть полезные навыки, знания для тех, кто хочет, ну, не просто какие-то базовые задачи, вот как ты описал до этого делать, а кто хочет какие-то интересные проекты брать? Я бы сказал, что не только знания и навыки нужны, нужны личные качества. Личное Мгм. качество в какой-то степени можно в себе развить, но в моем понимании только в какой-то степени.
Каким образом можно развить личные качества? Самый лучший способ развить какие-то в себе качества — это быть в среде людей, которые тебе по-другому себя вести не дадут. Вот, то есть, во-первых, потому что человек склонен перенимать манеры и поведение окружающих его людей. Вот, если в коллективе высокая планка, то есть два варианта. Если туда приходит человек, допустим, который не тянет. Первый вариант, что это станет нормой, и коллектив перестанет быть коллективом с высокой планкой. Что тоже может случиться и случается на некоторых проектах. Вот. Не у нас в компании. Вот. Но чаще человек вынужден считаться с мнением и с отношением людей, с которыми он взаимодействует, независимо от того, работа это, учеба. Вот, то есть, если на человека косо посмотрит, сделает ему замечание, если его поощряют за одно поведение и реагирует более негативно за другое, то человек начнет меняться со временем. Понятно, что это зависит от разных моментов, насколько человек готов меняться, какая у него мотивация, считает ли он тех людей, которые вокруг него авторитетом, вот, насколько ему вообще интересно, что они думают. Вот. Но в основном, как бы, говоря про личные качества, которые необходимы в нашей работе, это проактивность, это ответственность за то, что ты делаешь, а, это то, что тебе важен результат, причем не в каком-то абстрактном, абстрактном выражении, как это сказать лучше, а действительно тебе не все равно, что получит заказчик, что это не повалится на проде, что через 2 дня код не станет неподдерживаемым, и для того, чтобы модифицировать какую-то функциональность простую и добавить какую-то простую фичу в код, придется потратить там месяц. Если тебе все равно, то очень быстро, когда база превращается в месс, и очень скоро об этом узнает и заказчик, и пользователи. Вот, поэтому человеку должно быть интересно и не все равно. Вот. И человек должен ответственно подходить к своим, э, да ко всему на самом деле в жизни подходить ответственно, потому что не обязательно только в работе это проявляется. Либо человек, ну вот как человек делает одну вещь, так он делает на самом деле все остальное. Вот. Нельзя, допустим, я наблюдал такие ситуации, мне встречалось такое, что человек говорит, ну вот, я бы больше старался, ну там, не знаю, мне, допустим, мало платят. Или, допустим, вот я здесь пишу, не знаю, на Фортране, допустим, а я хочу писать на Clojure. Вот была бы у меня работа, где был бы Clojure, я бы старался в 10 раз больше, еще бы, если мне платили больше, я бы тоже намного лучше перформил и так далее. А так, что Мгм. напрягаться? Вот. И самое смешное, когда эти люди попадали действительно в ситуацию, когда им нормально платят, когда там все, что они хотели, они бы рады бы, они бы рады показать хороший результат, но они не могут, они не привыкли, они Мгм. себя не научили. Ну, все. То есть и делать все как следует. Вот это основной навык. Я считаю, что какие-то пробелы по хардскиллам, то есть по, там, не знаю, какие-то пробелы в алгоритмах, либо в лучших практиках, либо даже, о ужас, в знании стандартной библиотеки своего языка. Это терпимо. Если человеку все равно, если человек считает, что неважно, что я делаю, неважно, как я делаю, как-то сделал, когда-нибудь сделал, неважно, держу ли я слово, да, допустим, сделал ли я задачу в срок, не устроил ли я трудностям заказчику, компании, команде. Ну, если у человека отношение такое легкомысленное, то ему придется в IT-индустрии тяжело. Потому что IT-индустрия все-таки, несмотря на сложности измерения качества, количества работы программиста, старается метрифицировать показатель работы. И зачем это, собственно, делается? Это делается по той причине, что, уже не знаю, как сейчас, но я видел такую информацию, что 2 из 3 проектов, в принципе, фейлятся, Мгм. IT-проектов. Вот. И
Поэтому, если ты что-то измеряешь, ты можешь на это влиять, на самом деле. Если ты что-то не измеряешь, то тебе кажется, что ты повлиял. Ну и все на этом. Вот. Мгм. Ну, то есть результат легко подменить просто своими усилиями и действиями. Но я же много Ну, поделал, я же много поработал в этом направлении. ну, в общем, да. То есть ориентированность на процесс — это хорошо, но лучше всего измеримый результат. Притом я не считаю, что каждая метрика, я не считаю, что все метрики одинаково полезны. Более того, есть фраза, что когда метрика становится целью, она становится плохой целью Мгм. и становится плохой метрикой. Вот. Почему? Потому что всегда можно подогнать какие-то действия свои под нужный результат, если ты его измеряешь. Но по сути задачей любого бизнеса, любого коммерческого предприятия является зарабатывание денег, то есть генерация прибыли. Вот. И очень желательно, чтобы в долгосрок. Вот. И поэтому свою задачу я вижу как зарабатывать деньги заказчику, компании и себе, любимому, сегодня, завтра и послезавтра. Вот. То есть то, что я делаю сейчас, я хочу сделать так, чтобы это в долгосрок было бы полезно для всех, с кем я взаимодействую. Вот. Полезно и просто полезно, и полезно в денежном смысле. Расскажи, пожалуйста, про тот проект, который тебе больше всего запомнился в нашей компании. Собственно, не вдаваясь в Индии подробности, я постараюсь рассказать. Собственно, меня позвали в Гихцофт работать после того, как я прошел сюда собеседование. И я пришел на проект, которым, который, по сути, являлся проектом заказчика. Вот. То есть сотрудники заказчика его разрабатывали, а мы почти не разрабатывали нашу компанию. Вот. Мгм. И, собственно, проект сам по себе технически сложный. И кроме технических моментов, были моменты, где просто надо было с людьми сработаться, договориться, и участие принимать в этом проекте не просто посидеть рядом, а действительно перехватывать какие-то моменты и брать на себя работу, которую в нашей компании никто не делал, и не факт, что от нас ожидали, что мы, в принципе, справимся. Мгм. Вот. Ну и со стороны заказчика был некоторый скептицизм, скажем. К результатам нашей работы был скептицизм. И спустя год я могу сказать, что мы направляем ход этого проекта, и мы его разрабатываем. И мы определяем, что с ним будет завтра. Вот. Мгм. И да, это было бы невозможно без тех людей, которые над этим проектом работали. Собственно, меня, нашего прекрасного аналитика, нашего прекрасного портфолио-менеджера, других разработчиков команды. Вот. Собственно, да, и с нашей стороны была и активность, и ответственность, и интерес, и, собственно, проявление навыка начать дело и закончить. Я считаю, что это хороший пример. Вот. То есть взяться за что-то в не самых удобных обстоятельствах, сделать и сделать это хорошо. То есть, допустим, после того, как мы ключевую инициативу довели до продакшн серверов, э, до сих пор известно о 2 багах, которые нашли. Вот. То есть, несмотря на то, что это legacy система, и по естественным причинам достаточно трудно ее поддерживать, она достаточно сложно написана, достаточно неочевидно людям там, с небольшим количеством опыта, как она вообще работает. Э, Ну и люди с опытом тоже теряются периодически. А, Но если проявить и смекалку, и настойчивость,
то очень многое становится возможным. Как ты поменялся за время, ну, давай за этот год, который ты работаешь в Giftsoft? Можешь ли ты какие-то назвать параметры, которые сам заметил? Мне перестало быть скучно. Вот. Допустим, ты приходишь в какую-то компанию с хорошей репутацией, думаешь, ну, известный всем в узких кругах или даже в широких кругах. Мне приходилось работать в весьма известных компаниях. Вот. И ты думаешь, ну, блин, это вот destination point, вот я здесь буду работать теперь до самой старости и буду развиваться. Потом оказывается, что да не факт, что ты будешь развиваться в такой компании. То есть, допустим, очень многие хотят попасть в фанк, Мгм. то есть в Amazon, в Google, в Netflix, whatever. Далеко не обязательно, что ты там будешь заниматься чем-то интересным. Там огромное количество рутинной работы, там огромное количество процессов, которые не всегда учитывают, часто не учитывают интересы своих сотрудников, часто не учитывают интересы пользователей. Для кого они это делают? Порой некоторые вещи. Допустим, была такая социальная сеть Google+. Я не знаю, жива ли она до сих пор. Надеюсь, что нет. Вроде нет уже, но я Слава ее богу. помню, да. Зачем ее сделали? Никто не знает. Огромное количество людей трудилось, отчитывалось, что, зачем, почему. Я уверен, что были обжекшены, были комментарии критические со стороны сотрудников, которые сомневались в том или ином моменте, но они не были приняты во внимание. То есть, чем больше в компании, как это сказать, пирамидальность, чем менее Мгм. компания плоская по своей организационной структуре, тем меньше вероятность то, что фидбэк снизу дойдет доверху. Вот. Мне в Гигсофте нравится то, что на самом деле у нас достаточно плоская структура. То есть не то, что мы здесь все равны. Нет, мы не все равны, потому что кто-то более полезен и больше старается, кто-то менее полезен и меньше старается. Вот. А, но, однако, если у тебя есть обоснованный аргумент по поводу твоего мнения, и ты готов обосновать свою точку зрения, свою позицию, подкрепить ее доказательствами, она будет принята во внимание. Вот. Это может казаться как буквоедство, то есть, о, ну, теперь аргументировать надо свою позицию, а не просто высказать мнение. Вот. На самом деле это роскошь, потому что, работая в большой компании, всем наплевать абсолютно на твои аргументы, на твою инициативу. Вот. Делай то, что делаешь, а как выгоришь, за забором очередь наймут другого человека. Вот. Собственно, из этого вытекает то, что вот еще во мне поменялось. Ну, мне нравится, что то, что я делаю, на что-то влияет. Потому что при качественной, хорошо проведенной комодификации м, сотрудников, они становятся полностью взаимозаменяемыми и делают свою отдельную часть. Они не развиваются, если сделать, провести commodification. То есть люди становятся как расходный материал, и что мы, в принципе, наблюдаем в индустрии, что в бигтек зарубежном, в Америке, допустим, средний срок работы на одном месте в бигтек компаниях составляет порядка 1 года. Вот возникает вопрос, если они классно платят, и там так классно работает, а что случилось? Мгм. Значит, не так все гладко там. Вот. Что не гладко, ну, собственно, я и сказал, что э, не слишком интересны им сотрудники их. Им не слишком интересны идеи этих сотрудников. Кто-то окажется в правильном месте в правильное время, правильно себя проявит, и ему повезет больше. Но в небольшой компании в этом плане работает намного лучше. Ну вот. То есть не надо пробиваться через бюрократические препоны, через 10 испорченных телефонов.
И если ты предлагаешь что-то отдельное, готов не только критиковать, но и предлагать, предлагая делать, а делая отвечать, то все возможно. Вот. Что тебе еще нравится в компании? Ты Мне уже назвал нравится, несколько пунктов. мгм. Мне нравится то, что тут нет такого, что ты сидишь и пилишь один и тот же проект бесконечно, год за годом, и без какого-либо развития в плане насмотренности своей технологической. Вот, то есть мы, допустим, за последний год, ну, я приобрел опыта, в принципе, как в нескольких предыдущих компаниях, вот, в которых я работал, из-за того, насколько разные проекты. Мгм. Вот. То есть, в принципе, есть некоторое разнообразие, которое требует адаптироваться, учиться новому, смотреть какие-то новые подходы, новые технологии, новые практики. Это legacy проекты никак не отменяет, но в legacy проектах есть огромный плюс, ими пользуются. Как я и сказал ранее, 2 из 3 проектов они фейлятся в индустрии. У нас статистика лучше. Вот. А, У нас 2 из 3 точно выстреливают в правильную сторону. Скорее даже намного больше, чем 2 из 3. Вот. Ну и получается так, что работая над проектом произвольным, скорее всего, он будет никому не нужен. Мгм. Просто так складывается. Допустим, я сам лично брал какие-то заказы у владельцев малого бизнеса и делал им под ключ софт под их нужды. И им пользуются этим софтом. Мои проекты не фейлились. Но отдельные фичи, которые занимали у меня 1,5 месяца, которые очень хотел заказчик, ну, я посмотрел статистику, их почти не использовали. Вот самое трудоемкое, самое объемное, самое спорное, что человек считал киллер фичей, оказалось не нужно вообще никому, в том числе и ему. Вот. Собственно, когда ты работаешь над legacy-системой, у нее уже есть пользовательская база, за нее уже платят деньги кто-то, будь то там рекламодатель, если какие-нибудь баннеры рекламные продавать, не знаю, да, как Google Ads, вот, либо конечный пользователь платит там, подписку или еще что-то. То есть ты, работая над legacy проектом, ты получишь проект, который действительно кому-то нужен, который не пойдет в мусорное ведро, как минимум в ближайшее время. То есть ничто не вечно, но им уже пользуются, и твоя работа не пропадет. Вот. Работать над новомодными инновационными проектами, которые никуда не пойдут, пойдут аккурат в стол, мне приходилось в моем предыдущем опыте, и нет ничего, что демотивировало бы меня больше, чем писать в стол. Вот. И я хочу, чтобы то, над чем я тружусь, пользовались. То есть это одна из моих мотиваций в моей работе, а не только получить смс-ку, что зарплата пришла. Хотя, конечно, это и приятно. Но вот. Когда только зарплата приходит, а ты ничего не сделал полезного по факту, потому что это выкинули. Ну, ситуация изменилась, плохое маркетинговое исследование было. Мы не оценили портрет нашего пользователя или его финансовые возможности, да? Или недооценили. Ну и что? А почему я должен моральные убытки нести из-за этого? Вот. То есть здесь есть и legacy-системы, которые, как я и сказал, используются, и что-то новое, что можно привнести какими-то небольшими трудозатратами, протестировать какие-то подходы, протестировать технологии. А если не взлетит, ну как бы, значит не судьба. Не надо делать огромный долгострой, надо тестировать гипотезы настолько дешево, насколько можем себе позволить. Вот. Что здесь, собственно, и происходит. И мне это нравится. Возможно, нас будут смотреть начинающие инженеры. А вот со своего опыта можешь подсказать,
что нужно делать человеку, если он хочет в перспективе стать техлидом, а, развиться как инженер, вот куда ему идти, в какую сторону смотреть. Сейчас очень Мгм. много всего на рынке, и курсы, и книги, и ну вот меня бы, например, если бы я решила перестать быть маркетологом и стать программистом, вот я просто бы не знала бы, с чего даже начать. Слишком много возможностей. Чтобы стать программистом, нужно программировать. Вот. Мгм, Люди часто очень много курсов проходят, книжек читают и не программируют. Когда я мгм. учился программировать, ну, я учился программировать и самостоятельно пытался, и в университете нас что-то заставляли писать, какие-то лабораторные работы. Я это за программирование, в принципе, не сильно считаю. Программирование, ну, близкое к промышленному. Это когда ты можешь сделать что-то полезное. Ты можешь сделать какую-то программу, которую будут использовать, или которую ты сам будешь использовать. Допустим, я написал одну дурацкую программу 10 лет назад, я пользуюсь ей до сих пор. А так как она написана на Java, она даже вот на моем MacBook тоже работает. Вот, Ты можешь спустя. рассказать, что это такое? Что за программа? У Или это, меня если личное, можно не нет, рассказывать, нет, конечно же. это очень смешная программа. Собственно, я смотрел лекции по Java разработке и конспектировал их. Мгм, Вот. Ну, там какие-то углубленные детали стандартной библиотеки, многопоточность. Вот. И мне постоянно выключали свет. Почему-то какие-то работы шли в районе. Вот. И я свои лекции 2 или 3 раза потерял. мгм, А во-вторых, когда ты делаешь на Ютубе, допустим, на весь экран видео, у тебя окошко текстового редактора, оно исчезает. Поэтому либо ты делаешь не на весь экран, либо ты остаешься без текстового редактора. И я понял, что мне нужен такой текстовый редактор, который вот всегда будет поверх всего, что есть. И если свет выключит, он должен все сохранить. Сохранение должно быть в момент, когда я жму на какую-нибудь клавишу. Вот. Ам, Достаточно забавно, что это единственное, единственное полезное. Нет, на самом деле не единственное полезное, но самое полезное, самое юзабельное для меня самого, что я написал. Вот. Конечно, я и другими вещами, которые я сам написал, пользуюсь. Вот. Но этой штукой пользуются и мои знакомые. Потом, когда я преподавал программирование, один из моих студентов, так сказать, подопечных, у него было задание приделать к этой штуке синхронизацию с Google диском. мгм, Вот он даже ее реализовал. То есть, условно, ты включаешь на одном компьютере, а у тебя тот же самый текст, что он был на другом. Проблемы начинаются, если где-нибудь свет выключит, кто-нибудь туда натарабанит текста, а потом надо будет каким-то образом понять, каким образом актуализировать версию текста, а если тут меняли и тут меняли, а потом они пришли обратно онлайн, что делать? Вот. мгм, Это, в принципе, есть такая программа, называется Evernote. мгм. Да, я даже Я, пользовалась в я универе. работал с одним из продуктов Evernote, и он увидел, что я пользуюсь не Evernote, а своей личной программой. Он говорит, ну вот маркетинговые исследования, бизнес-стратегия у тебя есть, как ты будешь на нем зарабатывать? Я говорю, нет, я это сделал, говорю, не вот ради этих ваших шкурных интересов, я это сделал, чтобы я пользовался и другие пользовались. Вот. И в принципе, люди, которые пользуются этой штукой, этой фигулькой, которую я написал, будучи даже не джуном, э, они пробовали Evernote, им не понравилось. Вот. Ничего себе. Ну, Кажется, пора все-таки написать маркетинговую бизнес-стратегию. я к тебе обращусь после нашего занятия. Хорошо. Что еще может делать начинающий, чтобы развиваться? Общаться Может с быть, все-таки... программистами. Самое вот Ага. важное, что я сделал в начале своей карьеры, кроме того, что я забрал документы после хорошо закрытой сессии, э, я нашел человека, который работал лид-девелопером на одном Мгм, из проектов Люксофта тогдашнего. Вот, проект, кстати говоря, я потом на этот проект сам попал спустя много лет. мгм.
вот, посмотрел комита своего сенсея. Вот. Э, Собственно, это был практикующий программист с кучей опыта, и в принципе он нас держал на этих курсах. В ежовых рукавицах у нас были свои стендапы, где надо было рассказывать, что ты сделал, сделал ли ты то, что собирался, если не сделал, почему, как сделать так, чтобы Мгм. такого больше не было. Вот. Нагрузка там была достаточно высокая. Он заставлял нас, в принципе, разобраться в каждом инструменте, которым мы пользовались. И в ряде случаев разобраться значило не просто понять, куда тыкать мышкой, и какие команды, ключевые слова и аннотации, куда ставить, печатать в IDE, а иногда реализовать то же самое, но проще. То есть Мгм. принципиальный какой-то сделать proof of code, под который будет копировать какой-то известный фреймворк, и пускай вот ты, написав фреймворк, ты понимаешь, ты понимаешь принцип, по которому аналогичный индустри стандарт фреймворк с рынка работает. Если ты понятия не имеешь, как такое сделать, то это не значит, что ты понимаешь, это значит, что ты не понимаешь. Вот, допустим, есть в Java такая вещь, как коллекции. Это, то есть, вот бывает, не знаю, единичный какой-то элемент, а бывает какое-то множество элементов, которые могут быть определенным образом организованы в памяти, и к ним можно каким-то образом доступаться, скажем. Вот. Ну и человек может всю свою карьеру пользоваться этими структурами данных, предварительно написанными авторами языка Java. И он может вообще иметь самое приблизительное понятие, как они работают, как они написаны, какие проблемы ждали тех людей, которые это написали, с чем они столкнулись, как сделать вообще что-то, чем люди будут пользоваться каждый день, и чтобы им было удобно, и где они промахнулись, что у них не получилось, что ты бы сделал на их месте по-другому. Вот. Собственно, это было одно из первых заданий на курсах, которые я проходил. Это написать свой collections framework, то есть, по сути, ну не все, но значительную часть коллекции Java реализовать самостоятельно. Мгм. Вот. И после этого написать для них перформанс-тест и юнит-тесты. То есть необходимо было доказать, что твоя поделка работает корректно, и необходимо было, чтобы она работала достаточно быстро. Достаточно, это значит, что у тебя есть перформанс-тест, который ты проводишь над своей реализацией коллекции и над той, которая уже есть в языке, в стандартной библиотеке. Вот. И когда ты особо ничего не программировал, а тебе говорят, ты сейчас будешь писать AVL дерево, вот, ну, для тримапы, допустим, своей собственной. Ну, это одна из структур данных. Это занятно. И как же с этим справляться? Вот тебе сказали: "Давай, делай", а ты еще даже там толком языка не знаешь Ну, там с вообще, чем-то, с что чем-то печатать. справился, с чем-то справился, с чем-то нет, на самом деле. Вот, собственно, по поводу того, как справляться. Собственно, во-первых, нужно общаться для того, чтобы вкатиться в IT. Вот, нужно общаться с практикующими программистами, у которых что-то получается. То есть я всегда искал знакомых, у которых получается лучше, чем у меня, общался с ними, понимал, это он просто родился умным, или он что-то делает, что я тоже мог бы делать. Вот. Больше всего я ценю людей, которые не являются суперумными от природы, гениальными, блестящими, но за счет своей рабочей этики, за счет своей дисциплины, за счет своих личных качеств они добиваются результата. То есть есть такое мнение, что не надо это don't work smarter, work harder. Ага. Я с этим не согласен, потому Мгм. что когда собрались в одной комнате умные люди, уже не дураки, то разница среди них будет только обусловлена либо тем, что они не одинаково умные, либо Мгм. все-таки тем, кто работает больше.
Количество переходит в качество, особенно если стараться, а после ретроспективно задавать себе вопросы. А все ли хорошо? О чем я доволен? Что классно получилось и что надо вот оставить? Что надо закреплять в себе? А что получилось хреново и что я должен сделать иначе в следующий раз? Или даже в этот раз? Переделать. Вот. То есть работу над ошибками проводить, если у человека есть внутренний запал, если у человека есть рабочая этика, если у человека есть минимальный необходимый уровень способностей, именно что минимальный, минимально необходимый, а, то все возможно. Не только в программировании, много где. Вот. А, И наоборот, в принципе, бывали случаи, что человек одаренный, но никаких суперрезультатов не показывает и не покажет никогда, потому что ему все равно. Вот. То есть лучше всего, Мгм. конечно, быть и умным, и усердным. А по поводу work smarter, ну, я не верю, что можно наработать правильные привычки и делать все правильно с первого раза. Любой процесс обучения на самом деле, в моем понимании. То есть обучение для меня это не прочитать книжку и сделать, как там написано. Что, в принципе, неплохо, если ты что-то все-таки сделал, а не просто прочитал. Вот, потому что многие ограничиваются. Когда я учился программировать, у нас был один стади бади, скажем, э, собрат по несчастью. И он говорил, вот я массивы не понимаю, хотя 5 книжек по Java прочитал от корки до корки. Я говорю, а ты код пишешь? Он говорит, нет. Ну, классно. Ну, я говорю, ну ты учишься читать, не писать. Писать код– это писать все-таки, а читать– это читать. Вот. То есть теория, оторванная от жизни– это большое зло. Вот. То есть теория, в моем понимании, она хороша, когда тебе надо минимизировать цену ошибки, изучить опыт предыдущих поколений. Вот. Если мы говорим про обучение, то одна из фраз, которую приписывают математику Даламберу, это «работайте, работайте, понимание придет потом». В оригинале оно звучит несколько иначе, но если математик Даламбер имел похожее объяснение, когда к нему обратились с нытьем, что бесконечно малые величины что-то не имеет большого смысла, я не понимаю ему, сказал коллега. Он говорит, ну ты давай. Говорит, я, говорит, веру теряю, что я их не понимаю. Говорит, ну, а ты продолжай, тогда у тебя вера вернется. То есть ты понимать хочешь. Ну так ты делай, тогда поймешь. Мгм. Вот. То есть это называется learn by doing. То есть когда ты учишься делая. Вот. Конечно же, не нужно учиться делая, экспериментируя на критических проектах. Вот. Допустим, если у тебя проект финансовый, и тебе за него платят деньги, чтобы у всех правильно списывались деньги, у всех правильно зачислялись деньги, это неправильное место и неправильное время экспериментировать и учиться на пробах и ошибках. Такая учеба, она неизбежна на самом деле, но ответственность хорошего работника подразумевает, что он сделает все, чтобы учиться в другое время. Вот. Либо на Мгм. каком-то совершенно проходном, абсолютно некритичном проекте, и не тогда, когда он на продакшене, какие-то подходы тестировать в своей ветке, там, не знаю, кода, а, либо самостоятельно что-то пробовать, какой-то сайт-проект, пэт-проект писать. Вот. То есть, ну, я просто не верю в то, что много таких людей, которые могут без опыта, в принципе, осознать ту теорию, которую они читают. Если человек сначала очень изучает теорию, а потом только берется за практику, м, есть такой подход, но я его не разделяю. То есть, Мгм. по-хорошему надо совмещать. Вот. Ну и, собственно, и в обучении программированию, и вообще в своей работе. То есть, если ты про что-то читаешь, но не делаешь, ну, можно
про бокс несколько книжек прочитать. Мгм. Вот. Но никто не научит, как правильно правой по печени бить. Вот. Ну да, читая книжки, не научишься ездить на велосипеде. Писать код, видимо, тоже. Может быть, есть люди, которые могут. Я просто не один из них. Я допускаю, что такие люди есть. То есть мне встречались люди, которые говорят, ну я прочитал параграф в книжке по матанализу. Мне понятно, я могу решать задачи. Ну, И, я не и они понимал. действительно их решали? Да, но это люди способностей куда выше, чем, собственно. То есть, возможно, надо просто быть очень умным. Вот. Я считаю, что рабочая этика, она способна людей выровнять. Более способных и менее способных. Вот. С другой стороны, если так посмотреть, быть эффективным, быть продуктивным, хорошим в смысле этого слова. То есть быть дисциплинированным, делать то, что собирался, и делать как следует. А если сделал плохо, то переделывать, пока не будет как следует. Это ведь тоже исходные данные. Способен ты на усилия или нет? Вот. Поэтому все-таки, наверное, все опирается в данные. Вот. Но данные, с теми данными, которые уже есть, с ними можно работать. А насколько ты сможешь их развить, ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Вот. Поэтому надо стараться. Слушай, звучит очень круто. Хорошо, спасибо тебе огромное. Я тогда не буду тебя больше мучить и Да, не за отвлекать. что.